Как русский уголовник с татуировками в виде соборов оказался во главе американской мафии и при этом никогда не сидел в тюрьме США. Вячеслав Иваньков по кличке Япончик контролировал преступный мир Нью-Йорка в 90-х, собирал дань с русских эмигрантов от Брайтон-Бич до Лос-Анджелеса и держал в страхе людей, которые сами были не из робкого десятка. ФБР потратило 3 года, чтобы его найти, хотя он жил в открытую, ходил в рестораны и встречался с людьми. Но самое неожиданное, американские гангстеры из итальянских семей сами уступили ему территорию. Без войны, без переговоров, просто потому что знали, кто перед ними. Иваньков прилетел в Нью-Йорк в марте 92-го с туристической визой и чемоданом. За плечами 13 лет советских лагерей, репутация одного из самых жестоких воров в законе в СССР и связи, которые тянулись от Москвы до Владивостока. На таможне он назвался бизнесменом, таможенники поставили штампы и пропустили. Официальная версия его появления в Америке звучала просто – иммиграция. Советский Союз только что распался, границы открылись, и тысячи людей уезжали на Запад. Иваньков воспользовался этим потоком как прикрытием. Но люди, которые знали его лично, говорили другое. Он приехал не бежать, а работать. В Москве к тому времени уже шла война за передел собственности, и воры в законе старой закалки теряли позиции. Их давили новые группировки, которые не признавали никаких кодексов. Иваньков понял раньше других. Будущее не в России, где все только начинало гореть, а там, где уже есть деньги и есть русские, с которых можно их взять. Брайтон-Бич к тому моменту был отдельным миром. Район в Бруклине, который нью-йоркцы называли «маленькой Одессой», за 10 лет превратился в крупнейшую русскоязычную общину за пределами СССР. Там говорили по-русски, ели борщ, смотрели советские фильмы, и там же крутились огромные деньги. Эмигранты первой волны открыли рестораны, магазины, строительные компании. Эмигранты второй волны привезли с собой криминальные схемы, отработанные еще в Одессе и Киеве. К началу 90-х Брайтон-Бич был одновременно витриной американской мечты и рассадником организованной преступности. Иваньков появился здесь как человек с полномочиями. Не как очередной беженец, ищущий работу, а как вор в законе с коронацией, которую признавали преступные круги от Тбилиси до Санкт-Петербурга. Среди русских эмигрантов, занимавшихся нелегальным бизнесом в Нью-Йорке, его статус был известен заранее. Слухи шли впереди него. Несколько местных криминальных фигур пришли к нему сами, в первые же недели. Не с предложениями, с отчетами. ФБР зафиксировало его въезд, но поначалу не придало значения. В базах данных он проходил как бывший советский уголовник, отбывший срок и выехавший легально. Американские агенты в то время еще плохо понимали, что такое вор в законе и чем этот титул отличается от обычного рецидивиста. Для них он был просто еще одним русским с криминальным прошлым, да, таких в Брайтон-Бич хватало. Но уже через несколько месяцев после приезда Иваньков начал делать то, зачем приехал. Он собрал информацию о русских предпринимателях в Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе и Чикаго, тех, кто работал в серых схемах или просто имел достаточно денег, чтобы стать интересной целью. Схема была простой и жесткой. К человеку приходили, объясняли, кто прислал, и называли сумму. Несогласия не предполагалось. Несколько человек попробовали отказать и очень быстро передумали. То, что он делал, не было похоже на хаотичный рэкет. Это была структурированная система выплат, где каждый платящий знал, что его не тронут другие, потому что он уже под крышей Иванькова. В каком-то смысле он продавал защиту от себя самого, и бизнес шел хорошо. Первый серьезный сигнал для ФБР пришел не от агентов, а от жертвы. Летом 92-го 2 гражданина России, работавшие в инвестиционной компании на Манхэттене, обратились в бюро с заявлением. Их история была простой. К ним пришли люди, назвали имя Иванькова и потребовали $2,5 миллиона. Не рублей, долларов. Сумма была настолько конкретной и настолько большой, что агенты поняли, это не уличный рэкет. 2 предпринимателей, Александр Волков и Владимир Волошин, вели бизнес, который находился на грани законного, и не очень. Именно это делало их идеальной мишенью. Жаловаться властям для них было рискованно, потому что любое расследование могло вскрыть их собственные схемы. Иваньков это знал. Он выбирал жертв не случайно, он выбирал тех, кто не мог кричать слишком громко. Но в этот раз расчет дал сбой. Волков и Волошин решили, что американская тюрьма лучше, чем русская пуля, и пошли в ФБР. Агенты поставили прослушку и начали собирать материал. То, что они услышали в течение следующих недель, изменило их понимание русской организованной преступности полностью. Переговоры велись открытым текстом. Не потому, что Иваньков был неосторожен, а потому, что он не считал американских правоохранителей серьезной угрозой. В советских лагерях он провел 13 лет и вышел. Американцев он не боялся. Вымогательство было оформлено почти как деловая сделка. Людям Иванькова
Иванкова объяснили предпринимателям, что те задолжали деньги за некие услуги, которых те никогда не заказывали. Логика была железной с точки зрения криминального мира. Если ты работаешь на чужой территории, ты платишь за территорию. Нью-Йорк был территорией Иванкова. По крайней мере, та его часть, где крутились русские деньги. В октябре 94-го ФБР провело арест. Иванкова взяли не в подпольном казино и не на темной улице. Его нашли в квартире в Нью-Йорке, где он жил под именем Андрей Москвин. Документы были оформлены аккуратно, соседи знали его как тихого пожилого мужчину. При обыске нашли оружие, крупную сумму наличных и записные книжки с контактами, которые потом еще долго разбирали аналитики бюро. Арест стал новостью на первых полосах. Газеты писали о крестном отце русской мафии, о советском Аль Капоне, о человеке, который построил преступную империю за 2 года на чужой земле. Часть этих определений была преувеличением. Иваньков не был Аль Капоне, его структура не имела такого масштаба. Но в одном журналисты не ошибались. За 2 года он действительно создал в Нью-Йорке работающую систему, которая собирала деньги с русскоязычного преступного мира и переправляла часть из них обратно в Россию. На суде выяснилась деталь, которую следствие поначалу не афишировало. Деньги, которые Иваньков выбивал из предпринимателей, шли не только ему. Часть суммы предназначалась для поддержки воров в законе, находившихся в российских тюрьмах. Это была старая традиция. Общак, фонд взаимопомощи криминального мира. Иваньков в Америке выполнял функцию кассира для всей структуры, раскинувшейся между 2 континентами. В 95-м его приговорили к 9 годам. Он отсидел меньше, вышел досрочно и был депортирован в Россию, где его уже ждали совсем другие проблемы. Пока ФБР собирало дело, Иваньков успел сделать то, что до него не удавалось ни одному русскому криминальному авторитету в Америке. Он выстроил рабочие отношения с итальянскими семьями. Не союз, не дружбу. Именно рабочие отношения, где каждая сторона четко понимала границы и выгоду. Контакт произошел через посредников в 93-м. Семья Гамбино, контролировавшая значительную часть нью-йоркского преступного бизнеса, поначалу смотрела на русских в Брайтон-Бич как на мелких игроков. Шумных, непредсказуемых и работающих по непонятным правилам. Итальянские боссы выстраивали иерархию десятилетиями. У них были адвокаты, политики на зарплате и четкие протоколы разрешения конфликтов. Русские казались им хаосом в человеческом обличии. Иваньков изменил это восприятие за несколько встреч. Он пришел не с просьбами и не с угрозами. Он пришел с предложением, которое имела конкретные цифры и конкретные условия. Русские не претендуют на традиционные итальянские территории, доки, строительство, мусорные контракты. Взамен итальянцы не трогают русскоязычный бизнес в Бруклине и не задают вопросов о том, как именно там устроена жизнь. Раздел был географическим и функциональным одновременно. То, что итальянцы согласились, говорит о многом. К тому времени семьи Нью-Йорка были серьезно ослаблены. Процессы 80-х годов, когда федералы применили закон о рэкетирских организациях, посадили в тюрьму несколько поколений руководства. Гамбино, Дженовезе, Бананна – все потеряли людей на верхних уровнях иерархии. Открывать новый фронт против русских, которые только что появились и уже показали готовность к насилию, никто не хотел. Иваньков это понимал и использовал момент точно. Он предложил стабильность в обмен на признание и получил ее. Параллельно он работал с тем, что сегодня назвали бы нетворкингом, только в криминальном контексте. Через Нью-Йорк постоянно проезжали люди из России. Бизнесмены, чиновники, криминальные авторитеты, которые выехали на Запад после распада СССР. Иваньков принимал всех. Его квартира в определенные дни работала как переговорная комната, где решались вопросы, которые невозможно было решить официально. Долги между российскими группировками, споры о собственности, конфликты между людьми, оказавшимися по разные стороны новых государственных границ. Все это разбиралось здесь. За каждое такое посредничество Иваньков брал либо деньги, либо обязательства. Обязательства часто оказывались ценнее денег. Человек, которому ты помог решить проблему на $200 тысяч, становился должником на годы вперед. Английский язык он так и не выучил нормально. Татень общался через переводчиков или на русском с теми, кто его понимал. Но язык улиц не требует грамматики. Когда Иваньков говорил с итальянскими посредниками, оба понимали друг друга без словаря. Потому что разговор шел о деньгах, территории и последствиях. Этот язык одинаков в любой точке мира. Агенты ФБР, которые вели за ним наблюдение с конца 92-го, отмечали в отчетах одну деталь. Иваньков никогда не суетился. Он не менял маршруты хаотично, не прятался, не использовал конспиративные квартиры каждую неделю. Он жил почти открыто. Там рестораны, встречи, поездки. Это было либо безрассудством, либо точным расчетом человека, который знал, пока нет свидетелей, готовых говорить, нет и дела. И он был прав. Почти до самого конца. Самым неожиданным союзником Иванькова в Нью-Йорке оказался не криминальный авторитет и не коррумпированный чиновник, а адвокат.
Барри Слотник, один из самых известных уголовных защитников Нью-Йорка, взялся представлять интересы русского вора в законе и делал это с такой энергией, что федеральные прокуроры несколько раз откладывали обвинения, не имея достаточно твердой доказательной базы. Слотник знал систему изнутри. Он защищал людей из итальянских семей, он понимал, как работает организованная преступность, и он понимал, как работает американский суд. Его появление рядом с Иваньковым было сигналом для всех. Этот человек серьезен, у него есть ресурсы, и он не собирается сдаваться без боя. Но внутри русского криминального мира Нью-Йорка все было далеко не так гладко. Иваньков пришел в город, где уже существовала своя иерархия, пусть и менее формальная, чем у итальянцев. Несколько группировок из бывших советских республик контролировали разные части русскоязычного преступного бизнеса. Выходцы из Одессы держали часть Брайтон-Бич. Грузинские криминальные структуры имели свои связи и своих людей. Армянские группировки работали на западном побережье, но имели щупальца и в Нью-Йорке. Иваньков не пытался поглотить всех сразу. Он действовал методично. Сначала устанавливал контакт, потом обозначал свое положение в иерархии воров в законе, потом предлагал условия. Тем, кто принимал, место в системе и защита. Тем, кто отказывался, проблемы, которые появлялись быстро и решались долго. Один из таких конфликтов произошел в 93-м с группой, контролировавшей схемы с медицинскими страховками. Это был высокодоходный бизнес. Фиктивные клиники выставляли счета страховым компаниям за услуги, которые никогда не оказывались, и получали реальные выплаты. Схема работала годами, приносила миллионы и почти не привлекала внимания, до тех пор, пока Иваньков не решил, что она должна платить ему. Люди, стоявшие за схемой, поначалу отказали. Они считали, что их бизнес достаточно закрыт и достаточно прибылен, чтобы не делиться. Через 3 недели после отказа у одного из партнеров сгорел склад, второй попал в больницу после нападения на парковке, а третий получил визит от людей, которые очень подробно объяснили ему, где живет его семья. После этого разговор о сотрудничестве возобновился, и на этот раз прошел продуктивно. Показательно, что Иваньков редко присутствовал на таких встречах лично. Он выстраивал систему через посредников, которые передавали его слова и его требования, но сами не были напрямую связаны с конкретными действиями. Это была та же модель, которую итальянские боссы использовали десятилетиями. Изоляция руководства от прямого участия в преступлениях. Американские суды называли это буфером, Иваньков называл это порядком. Были и те, кого он не трогал намеренно. Небольшие группы, работавшие в откровенно мелком криминале. Кражи, мошенничество на уровне нескольких тысяч долларов, уличная торговля, оставались вне его интересов. Гоняться за мелочью значило тратить ресурсы и создавать лишних врагов без серьезной отдачи. Иваньков думал категориями крупных сумм и долгосрочных отношений. К середине 93-го он контролировал достаточно, чтобы Нью-Йорк перестал быть для него чужим городом. Брайтон-Бич знал его имя, Манхэттен знал его через посредников, а Москва через деньги, которые регулярно уходили обратно в Россию по каналам, которые следствие распутывало еще несколько лет после его ареста. Дело против Иванькова рассыпалось бы полностью, если бы не один человек. Его имя в материалах дела фигурирует под псевдонимом, настоящая личность до сих пор официально не раскрыта. Но люди из русской общины Брайтон-Бич знали, кто это, уже через несколько дней после ареста Иванькова. Информатор был не случайным свидетелем и не испуганным предпринимателем. Он был частью структуры, человеком, который присутствовал на встречах, знал имена, видел деньги и понимал, как устроена система изнутри. Именно его показания дали ФБР то, чего не хватало. Конкретные даты, конкретные суммы и конкретные слова, произнесенные на конкретных встречах. Без него прослушка была набором разговоров, которые опытный адвокат мог трактовать как угодно. С его показаниями это стало доказательной базой. Почему он пошел на сотрудничество? Вопрос, на который существует несколько версий. По одной, ФБР поймала его на отдельном преступлении и предложила сделку. По другой, он сам пришел в бюро после того, как Иваньков потребовал от него сделать то, на что он не был готов. Третья версия, которую шепотом передавали в русской общине, была проще. Деньги. Программа защиты свидетелей давала не только новую личность, но и финансовое обеспечение на первое время. Как бы то ни было, предательство сработало точно и разрушительно. Иваньков узнал о существовании информатора раньше, чем его арестовали. Там источники внутри нью-йоркской полиции сообщили об утечке. Несколько дней он, судя по всему, рассматривал варианты. Уехать из страны было технически возможно. Виза давно истекла, но каналы для выезда существовали. Остаться и бороться через суд было рискованно, но Слотник давал определенные гарантии. В итоге Иваньков остался, и это решение стоило ему 9 лет. Реакция русской общины на предательство была предсказуемой по форме и неожиданной по масштабу. Семья информатора в Брайтон-Бич в течение нескольких недель после ареста Иванькова получала угрозы. Несколько человек, которых подозревали в причастности к сотрудничеству со следствием, спешно переехали. Кто в другие штаты, кто обратно в Россию.
Атмосфера в русскоязычных кругах Нью-Йорка резко изменилась. Люди перестали говорить открыто даже в местах, которые считались безопасными. ФБР использовало этот страх как инструмент. Агенты намеренно распускали слухи о том, что в окружении различных фигур русского криминального мира есть информаторы, даже там, где их не было. Паранойя разрушала структуры эффективнее, чем прямые аресты. Люди переставали доверять друг другу, переставали координировать действия, переставали работать слаженно. То, что Иваньков строил 2 года, начало рассыпаться еще до того, как суд вынес приговор. На самом процессе защита Слотника работала агрессивно. Адвокат атаковал достоверность показаний информатора, указывал на противоречия в хронологии событий и настаивал на том, что его клиент стал жертвой политически мотивированного преследования, что русский авторитет был удобной мишенью для ФБР, которая хотела показать успехи в борьбе с новой угрозой после окончания Холодной войны. В этом аргументе была доля правды. Дело против Иванькова действительно получило беспрецедентное внимание прессы и политиков, которое не вполне соответствовало реальному масштабу его операций по сравнению с тем, что делали итальянские семьи в те же годы. Но присяжные выслушали информатора и поверили ему. Пока Иваньков сидел в федеральной тюрьме и ждал апелляции, его структура в Нью-Йорке не просто ослабла, она стала объектом охоты. Люди, которые 2 года платили и молчали, почувствовали, что давление сверху исчезло. Несколько группировок немедленно начали расширяться на территории, которые раньше считались занятыми. Первыми среагировали выходцы из Грузии. Грузинские воры в законе имели собственную традицию, не менее древнюю, чем русская, и собственных авторитетов, которые не считали себя обязанными подчиняться Иванькову только потому, что тот приехал из Москвы. Пока он был на свободе и демонстрировал силу, они соблюдали нейтралитет. Когда его арестовали, нейтралитет закончился в течение нескольких недель. В 95-м, пока шел суд, в Брайтон-Бич произошла серия инцидентов, которые местная пресса описывала как разборки в русской общине. 2 человека из ближнего круга Иванькова были избиты с профессиональной жесткостью. Не убиты, но с четким посланием. Один из них после выхода из больницы немедленно уехал из Нью-Йорка и больше не возвращался. Другой пришел к следователям и попросил защиты в обмен на информацию. Параллельно разворачивался конфликт другого рода. Среди людей, которые работали под Иваньковым, нашлись те, кто решил воспользоваться моментом для собственного возвышения. Один из его доверенных посредников — человек, который вел переговоры с несколькими деловыми структурами от имени Иванькова, начал собирать деньги уже от своего имени. Он не объявлял себя новым лидером открыто, но давал понять, что система продолжает работать и что он теперь является правильным адресатом для выплат. Иваньков узнал об этом через адвокатов. Тюремные свидания давали возможность передавать информацию, пусть и медленно. Реакция была жесткой даже из-за решетки. Через цепочку посредников человеку дали понять, что его самодеятельность замечена и что последствия наступят независимо от того, сколько Иваньков проведет в тюрьме. Посредник свернул активность немедленно. Репутация Иванькова работала даже когда он физически находился в федеральном учреждении в штате Пенсильвания. Но удержать все было невозможно. Нью-Йорк 90-х был слишком динамичным городом, а русский криминальный мир слишком молодой структурой, чтобы сохранять форму без активного руководства. Итальянские семьи, с которыми Иваньков выстроил рабочие отношения, начали осторожно тестировать границы. Не нарушая договоренности открыто, но постепенно расширяя присутствие в районах, которые раньше считались русскими. ФБР наблюдало за перераспределением сил с профессиональным интересом. Аналитики бюро фиксировали каждое движение и делали выводы, которые потом легли в основу нескольких последующих операций против русскоязычных преступных структур. Арест Иванькова дал им нечто более ценное, чем один приговор. Он дал им понимание того, как устроена система, кто в ней играет ключевые роли и где находятся точки уязвимости. Сам Иваньков в тюрьме вел себя так же, как вел себя на свободе, без видимого беспокойства. Сокамерники и охрана описывали его как человека, который читал, занимался физическими упражнениями и крайне редко говорил о своем деле. Один из федеральных агентов, посещавших его для попыток получить дополнительную информацию, записал в рапорте короткую фразу: «Субъект улыбается чаще, чем это уместно для человека в его положении». Война за Нью-Йорк не началась с выстрела или взрыва. Она началась с того, что несколько человек одновременно перестали платить в общую кассу. В криминальном мире это красноречивее любого объявления о намерениях. Когда деньги перестают течь в привычном направлении, это означает, что кто-то решил изменить направление силой. 96-й год стал самым кровавым периодом для русскоязычной преступности Нью-Йорка за все десятилетие. За 12 месяцев в Бруклине и Квинсе были убиты 7 человек, имевших прямое отношение к структурам, связанным с Брайтон-Бич. Полиция раскрыла 2 дела из 7. Остальные 5 официально остаются нераскрытыми до сих пор. Центральным конфликтом стало противостояние между группировкой, которую возглавлял
Моня Эльсон. Человек с репутацией настолько жесткой, что его боялись даже люди, сами не отличавшиеся мягкостью и несколькими более мелкими структурами, пытавшимися занять пространство, освобожденное арестом Иванькова. Эльсон не был вором в законе в классическом понимании. Он был продуктом советских улиц и американских тюрем одновременно, человеком, который не признавал никаких кодексов, кроме собственного. Его методы отличались от методов Иванькова принципиально. Там, где Иваньков предпочитал переговоры и давление, Эльсон выбирал прямое насилие как первый инструмент, а не последний. Это создавало немедленные результаты и немедленные проблемы. Противники быстро сдавались, но количество свидетелей и поводов для полицейского внимания росло с каждым месяцем. ФБР и нью-йоркская полиция наблюдали за конфликтом с двойственным чувством. С одной стороны, все убийства требовали реакции. С другой, пока русские группировки воевали друг с другом, они не расширялись и не укреплялись. Несколько опытных детективов из отдела по борьбе с организованной преступностью открыто говорили коллегам, что худший сценарий — это не война между группировками, а мир между ними. Итальянские семьи в этот период держались подчеркнуто в стороне. Они не вмешивались в русские конфликты, не предлагали посредничества и не пытались использовать хаос для территориальной экспансии. Это было неожиданно и объяснялось просто. Боссы семей понимали, что любое вмешательство автоматически втянет их в войну, победитель которой потом придет к ним с претензиями. Проще было подождать, пока русские сами определят, кто сильнее. Война закончилась не победой одной стороны, а истощением всех участников. К 97-му большинство активных игроков либо сидели в тюрьме, либо уехали из Нью-Йорка, либо радикально снизили активность. Эльсон был арестован в Италии в 95-м и экстрадирован в США, где получил длительный срок. Несколько других фигур осели в Майами, Лос-Анджелесе и Торонто, рассредоточившись по континенту. Брайтон-Бич к концу десятилетия внешне успокоился. Рестораны работали, магазины торговали, люди гуляли по набережной. Но структура, которую Иваньков выстраивал с 92-го, была разрушена. Не полицией и не предательством, а тем, что никто из тех, кто остался, не обладал ни его авторитетом, ни его дисциплиной, ни его умением держать систему в равновесии одним присутствием. Иваньков вернулся в Москву в июле 2004-го, депортированный, но не сломленный. Российские власти встретили его без фанфар. Формально он отбыл наказание в США, формально был свободен. Но люди, которые следили за криминальным миром, профессионально понимали, возвращение япончика в Москву — это не финал истории, это начало новой главы. Россия за 10 лет его отсутствия изменилась до неузнаваемости. Хаос 90-х сменился другим порядком. Где плата Тангон, где государство постепенно забирало обратно монополию на насилие и на деньги. Воры в законе старой закалки оказались в странном положении. Их уважали, их боялись, но пространство для работы сжималось с каждым годом. Новые люди, пришедшие к деньгам через государственные структуры, не нуждались в услугах криминальных арбитров, да? У них были свои инструменты давления. Иваньков попытался восстановить позиции. Он появлялся на встречах воров в законе, участвовал в разборках крупных споров, давал понять, что его авторитет никуда не делся. Частично это работало. Имя Япончика по-прежнему открывало двери и останавливало конфликты. Но все чаще он сталкивался с людьми, которые вежливо выслушивали его и делали по-своему. В 2005-м он был арестован в Москве по обвинению в организации убийства. Дело касалось событий еще 90-х годов. Следствие утверждало, что Иваньков причастен к гибели 2 турецких граждан в Москве в 95-м. Он провел под стражей несколько лет. В 2008-м его оправдали. Суд не нашел достаточно доказательств. Выйдя на свободу, он был уже другим человеком физически. Годы в американской тюрьме и российском следственном изоляторе оставили след. Но публично он держался так же прямо и так же спокойно, как всегда. Развязка наступила 28 июля 2009-го. Иваньков ужинал в ресторане «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. В какой-то момент вечера снайпер выстрелил через окно ресторана. Пуля попала в живот. Иваньков выжил в ту ночь. Его довезли до больницы живым, и несколько недель врачи боролись за его жизнь. Он умер 9 октября 2009-го, через 73 дня после выстрела. Официальная причина смерти – осложнение после ранения. Следствие так и не установило заказчика публично. Версий было несколько. Конфликт с кавказскими криминальными структурами, старые долги времен американского периода, внутренние разборки в среде воров в законе. Ни одна из версий не была доказана в суде. На похоронах собрались сотни людей. Пришли те, кто знал его с советских времен, пришли люди из бизнеса, легального, и не очень. Пришли просто жители Москвы, которые читали о нем в газетах 20 лет. Это было само по себе красноречиво. Человека, которого американские прокуроры называли угрозой национальной безопасности, провожала в последний путь толпа, в которой были самые разные люди. Снайпера нашли.
Им оказался гражданин Узбекистана, задержанный в Москве через несколько месяцев. Он получил срок как исполнитель. Заказчик в приговоре так и не появился. Япончик прожил 69 лет, из которых больше 20 провел в тюрьмах 3 стран. И умер не в камере, а в ресторане. Для человека его биографии это почти ирония. Так как же русский уголовник стал главой мафии в Америке, стране, где итальянские семьи выстраивали свои империи полвека? Ответ неудобный для тех, кто привык думать о мафии как о чем-то уникально американском или итальянском. Иваньков не захватывал чужое, он занял пустое место, которое никто не догадался занять раньше него. Русскоязычная община Нью-Йорка в начале 90-х насчитывала несколько сотен тысяч человек. Среди них были люди с деньгами, с серыми схемами, с конфликтами, которые нельзя было решить через суд, потому что суд задал бы слишком много вопросов. Им нужен был арбитр, которого боятся. Иваньков прилетел с этой функцией, встроенной в биографию. Итальянские семьи не контролировали русскоязычный мир не потому, что не хотели, они просто не могли. Языковой барьер, культурная дистанция, непонимание того, как работают советские криминальные связи, все это делало русскую общину для них непрозрачной и поэтому опасной территорией. Иваньков был своим там, где итальянцы были чужими. ФБР после его ареста выпустило внутренний аналитический доклад, который частично рассекретили в 2012-м. В нем говорилось, что Иваньков был первым криминальным лидером советского происхождения, который успешно применил в американских условиях модель воровского уклада, систему, сложившуюся в советских тюрьмах за несколько десятилетий. Авторы доклада отмечали, американские правоохранители оказались не готовы к этой модели, потому что она принципиально отличалась от итальянской иерархии и от уличных банд. Она не имела четкой организационной схемы, не оставляла письменных следов и держалась не на договорах, а на репутации одного человека. Именно это делало ее одновременно эффективной и уязвимой. Пока Иваньков был на свободе, система работала. Когда его арестовали, она рассыпалась, потому что не было второго номера, не было преемника, не было структуры, способной существовать без центральной фигуры. Это принципиальное отличие от итальянской мафии, которая переживала аресты боссов и продолжала работать, потому что была выстроена как организация, а не как продолжение личности одного человека. Иваньков построил не институт. Он построил культ собственного авторитета, и это было одновременно его главным оружием и его главной слабостью. Татуировки на его теле, соборы, звезды, надписи, которые в советском уголовном мире читались как биография, это в Америке никто не умел расшифровать. Для американских агентов это был экзотический рисунок. Для людей из русской общины это был документ, удостоверяющий личность надежнее любого паспорта. В этом несоответствии вся история Иванькова в Америке. Он существовал в двух мирах одновременно, и ни один из них не понимал его полностью. Брайтон-Бич сегодня обычный нью-йоркский район. Рестораны с русскими вывесками, магазины с советскими названиями, пожилые люди на скамейках, говорящие по-русски. Если вы тоже хотите разобраться, как из одной культуры можно перескочить в другую, как Иваньков, загляните на наш сайт whiteori.com. Там есть еще больше интересных историй, или, может, вы знаете, как лучше прочитать татуировки. Ссылка в описании. Молодые жители района знают имя Япончика примерно так же, как знают имена гангстеров из кино, как часть городского фольклора. Не более. Но люди старшего поколения, прожившие здесь с 80-х, помнят конкретно, как изменилась атмосфера в 92-м, когда он появился, и как она изменилась снова в 94-м, когда его взяли. Вячеслав Иваньков никогда официально не называл себя главой мафии. Он называл себя вором в законе, человеком, живущим по кодексу, который старше любой американской преступной организации. Американские прокуроры дали ему другой титул, пресса добавила третий. Но точнее всего его положение описывает простой факт. 2 года в Нью-Йорке, и люди, которые сами были не из робкого десятка, приходили к нему с отчетами. Без принуждения, просто потому что знали, кто перед ними. Это и есть ответ на вопрос из начала. Он стал главой не потому, что захватил власть силой. Он стал главой, потому что пришел туда, где власти не было, и занял место, которое уже ждало своего человека.